Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Конец июля, август месяц. Что происходит? Вот давайте узнаем, что же там происходит. И первые два вопроса у нас будет. Первый. Как вы оцениваете, что происходит в вашей жизни прямо сейчас? А может, что там накипело? А второй будет, а чего вы не видите? И я не могу сказать, что что-то прямо из ряда вон происходит. Как-то вы уже определились как будто с этим моментом, куда вы стремитесь, или ваша траектория на ближайший период времени. И планетарные транзиты, они тоже не говорят об ускорении или о каком-то драйве. И это, по крайней мере, вторая половина, вот самый конец июля и с заходом на август. Но уже вторая половина августа, там как раз ускорение может быть, это точно. Планетарно, опять же. В этот период за счет энергии новолуния во Льве, который 24 июля у нас будет, и мы можем ощущать, особенно вы можете чувствовать эти энергии загодя, 2-3 дня где-то до этого периода. Ну вот как раз, где-то скоро, смотря когда вы открыли это видео. Это может быть сопряжено с тем, что люди как-то по-разному воспринимают, реагируют, но вы все равно, видимо, идете вперед. Какой-то словно жизненный экзамен вы сдаете сейчас. Вот, поэтому нужно учиться преодолевать чужое мнение, чужие всплески эмоциональные, а также могут вернуться бывшие и совсем не те, которых бы мы рады видеть. Ну, вот такие самые разные энергии. Ну ладно, так что же происходит в вашей жизни прямо сейчас? Или что накипело, чем вы занимаетесь, есть какой-то выбор, какая-то путаница. Причем это путаница в ваших мыслях. Тут нужно держать глаза открытыми. Самого себя, как знаете, в какой-то тупик не загонять. Интересно, с чем это связано? А вы понимаете, что какое-то важное решение нужно принять. Может быть, по части отношений у кого-то и по части работы. И где-то вы люди интуитивные, понимаете, вот то решение, которое вы примете, делит вашу жизнь на период до и после. С чем-то вы определяетесь. С одной стороны, вот смотрите, путаница. Может быть, прежняя путаница в отношениях. Люди ненадежные. Или какая-то сложная патовая ситуация. А теперь на кону любовь, туз чаш. Может быть, и новое знакомство, новые люди. А прежний опыт, он так это тянет немножко назад. Но тут я вижу больше радости. Все-таки мы идем вперед. Или уход вот от этой какой-то неразберихи. Когда долгий период времени вам, как день сурка, может быть, и так казался. Вот за девушка с завязанными глазами, она ведь смотрит вглубь себя. Она именно не видит того, что происходит вокруг. А здесь словно глаза у вас открываются на какую-то историю. Интересно. Наоборот, нам тут карты говорят, что все вы видите, мои дорогие. А вот давайте, ну, по сюжету, по сценарию, чего же вы не видите? С чем это связано? Солнце. И я тут вижу возможность, которую вы не видите, безусловно. Конечно, можно трактовать карту Солнца как наше эго, мы хотим именно по-своему, но вы в большинстве своем очень добросердечные, мягкие люди. Вы можете понять человека, причем иногда это долго понимаете, а потом уже, наконец, вот прозреваем и думаем, да елки-палки, ну что ж такое, надо что-то менять. Тут, конечно, по-разному, и поэтому с учетом туза чаш, солнца, туз жезлов. Посмотрите, ведь два туза. И когда туз жезлов и туз чаш– это наше желание, это то, что нам нравится, это наша радость. А туз жезлов– это уже реальность. Мы можем сделать что-то в реальности. И далее, чего не видите, карта Солнца, как минимум, неважно, что это, пусть работа, проект или учеба, или любовь, как минимум 6-8 месяцев полный вперед. Вообще, это когда исполняются наши мечты. И продолжение следует, нечего добавить. Тройка жезлов. Тут я не вижу того, чего вы не видите. Тут какие-то возможности перед вами открываются. Ну, может быть, э, каждый открывает видео в свое время. Вполне вероятно, двойка мечей– это вы сейчас где-то как на перепутье думаете, или на развилке вот этой, стоит этому уделять внимание или нет. Я бы сказала, все то, что новое, оно уже ждет вас, потому что какое-то продолжение следует по тройке жезлов, карта в будущее.
Мы ведь тут тоже с места в карьер не бросаемся и не бежим впереди паровоза. Девушка стоит, но это кратковременная пауза. Мы сами ее берем, сами, чтобы проверить, все ли мы взяли в будущее из прошлого, из того, что нам может пригодиться или служить прогрессом, чего и вы не видите, ваши силы. Тут не нужно себе, знаете, как собственной песни на горло наступать. Здесь не нужно себя в какие-то рамки пытаться вписывать, понимаете? Потому что это ведет к тупику, это никуда не ведет. Тут какой-то вот, если период до и после, или событие, или встреча, или решение, или новость, ну у кого что. Перезагрузка, вот правда, развилка к вашей силе, к новым возможностям, к новому солнцу, к счастью, чтобы быть счастливым. Ну, у каждого по-своему. Перекладывайте. А ведь это правда. Прогресс, как не видите. Все видите. Но, может быть, себя искусственно останавливаете. Хорошо. Что в доме? Имеется в виду, как и стены, взаимоотношения, может быть, домочадцы, так и буквально вопросы жилища. Вам как будто у кого-то переезд может быть, кстати. Причем не запланированный. По пажу мечей мы выбираем новое направление, вообще что-то новое. И мы на дом. Поэтому это вы будете рассматривать, может быть, искать жилье с разными событиями жизни. Может быть, это у кого-то по работе необходимо поехать куда-то или работать из любой точки мира. И тут самое разное, понятно, жилье. А у кого-то меняется история личного плана. И вы тоже задумаетесь о том, что нужно переехать. Вот самое разное. Но мы что-то изучаем. Ну, может быть, буквально вы будете искать место жительства, узнавать какие-то законы, узнавать и цены, может быть, да, или примерять на себя один вариант, второй вариант, третий, что я выберу. Ну, узнавать, работа с информацией, она проходит. Но вам как будто, да, что в доме. Это мы куда-то перемещаемся. И, может быть, не так далеко все же по этой карте. Потому что между двумя обрывами, посмотрите, 2 шага. Но эти 2 шага – это первый – решиться, наверное, да, и вступить, а уже второй – и ты будешь на другом берегу. Вот, конечно, философская карта, но для кого-то из вас что-то подобное вы можете ощущать. И это по части личной жизни, вашего дома или места вашего пребывания. Но как будто учить, изучать что-то нужно и держать равновесие. Вот это да. И нам говорят, кстати, не оглядывайся назад и не смотри вниз. Тебе отсюда вперед. Поэтому, наверное, и девушка вооружилась книгой. Она в книгу смотрит. Книга – источник знаний. Ну и знание сила, тут нам еще и гелевые шары в виде лампочек придают равновесие. Поэтому, правда, может быть, есть тот вопрос, который вам нужно, ну, где-то изучить, может быть, и досконально. Переложить ваши желания, я бы вообще сказала, в практическую плоскость, что же в доме. Ну вот потому что не должно быть и вот этой ненужной философии. Это карта искаженного восприятия. Девушка нам изображена в одной местности, плоскости, да, а то, что она видит, это вообще такого нет в реальной жизни. И этот, опять же, когда мы смотрим вглубь себя. Вот какие-то сомнения, зачем они вам, мои дорогие любимые рыбы и рыбки? Они вас сдерживают, они вас не туда ведут, в никуда как будто, что в доме. А потому что была какая-то разочаровывающая история любви. Хотя для кого-то вы будете завершать одну историю, но вам это нужно сделать как-то красиво, элегантно, вот как будто перейти, да? Так, чтобы, может быть, и не было помех. В первую очередь тут ведь о помехах нам где-то говорят. И как будто новое направление неизбежно. Потому что все, что могло, оно уже было, оно состоялось. По тройке мечей ведь это карта прошлого, может быть и наших прошлых ошибок, но это самое главное – выздоровление. Сердце уже не болит. Да, хоть и история какая-то завершилась, но, может быть, длительное время вы находились во власти предубеждений или воспоминаний, не могли начать вот этот первый шаг, вот искусство первых шагов, паш мечей, другое направление. И сердце не болит, но оно заштопано. Ран уже нет. Но вот эти шрамы, они будут напоминать периодически. Может быть, на погоду, словно ноют. Имеется в виду погода, обстоятельства какие-то. Но ваша душа будет на это правильно реагировать и давать подсказки. Вот сюда не торопись. А вот сюда, может быть, не ходи. И именно прошлый опыт
вам помогает не совершить, не наделать каких-то ошибок. А что ж на сердце? Что на сердце? Что-то сохранять хочется. На сердце вообще есть и вопросы финансовые, карта жадины, когда может быть ограничение в деньгах. Или сейчас ограничение в деньгах, а нужно решить какой-то вопрос, и он каким-то образом будет связан с финансовой вашей историей. Что еще? И как это решить, непонятно. По Луне мы себя сохраняем. Вообще, в целом, избегайте толпы. Сохраняйте себя, что на сердце. Может быть, вы сами чувствуете, что да, мне мое благополучие, как и эмоциональное равновесие, но точно так же и финансовый достаток, вот как подушка безопасности, а просто необходимо. Потому что по Луне это вы можете что-то задумать, или обстоятельства вокруг вас такие темно-зыбко непонятные. Очертания есть, конкретики никакой. И вот тут на самосохранение нас карта призывает. Как я сказала, избегать толпы, точно так же мы можем переложить на вопросы работы, например. Вы сталкиваетесь с разными людьми. Увы, даже на работе у нас бывают такие коалиции, например, да, один или одна группа за руководителя, вторая категорически против. Мои дорогие рыбы и рыбки, вас могут дергать и в одну сторону, и в другую, а вам туда не надо, ни направо, ни налево. Вам словно нужно пройти вот эту траекторию среди мутных вод. С одной стороны волки, с другой стороны шакалы. Увы, обычно в классической колоде колонны стоят, да, и между двух колонн нужно пройти по аркану. Луна. Ну, есть то, что видимо, а есть то, что невидимо, как бы в тени. Но это как раз и определяет какую-то ситуацию. Вот и вам не туда и не сюда. Потому что Луна ведь она всегда говорит, выглянет солнце и все встанет на свои места. Но, может быть, и солнце-то, главное, у вас выпало в самом начале. Но вот какой-то период еще такой неопределенный на сердце он, по крайней мере, может быть. Или когда действительно вот этот триплет, да, это дом, наши близкие, домочадцы или конкретно стены. Ну, не так вот просто решить этот вопрос. Все же, да, есть какие-то мысли, есть переживания, есть какая-то и прежняя, может быть, история. Но все равно вы идете вперед. Вот смотрите, у вас на перспективу волшебное время. По рыцарю Пентакли, кстати, если вы хотите решить вопрос по части документов, оформления, организации какой-то, есть тот человек, который может вам оказывать содействие дельным советом или согласованиями. Есть и человек, на кого вы можете опереться по части финансов. Не всегда это те люди, на которых мы рассчитывали. Иногда это те, на которых мы совсем не рассчитывали. Поэтому по части денег особенно, да, если нужно совершить какой-то платеж или, ну, как закрыть, может быть, какую-то финансовую тему, а ваши деньги, они задерживаются по какой-то причине. Выход всегда есть. Но еще и это карта марафонского забега. И для кого-то по части работы это новые начинания, где вы будете строить головокружительную карьеру. И так оно и есть планетарно. Для вас начинается волшебный период. Но очень многое будет зависеть от ваших собственных решений и решимости. Да ладно, давайте мы тогда узнаем. Может быть, у кого-то марафонский забег будет связан, это на сердце. Вы хотите куда-то переехать далеко. Рыцарь Пентакли едет медленно. Это где-то как раз между вот этих двух карт. Потому что, с одной стороны, он должен сохранять свою стабильность, благополучие и одновременно детализировать какие-то мелкие пункты. Все подмечать. Потому что и еще пока тысячи неопределенностей. Что в дороге? Или пусть это путешествие, перемещение, как тут с ними вообще обстоят дела. Конец июля, август, что же там в дороге? Встречи волшебные, может быть, у кого-то по части любви, свидания, подарки, комплименты, чувства, любовь, мои дорогие, взаимодействие, ладно, если даже не про любовь, хотя больше любви, конечно, эта карта, но это то, чем нам нравится заниматься. Или это тот конкретный человек, с которым, возможно, у вас есть общий проект, даже если мы переложим это на дела труда, бизнеса, работы или учебы, взаимодействия, одним словом. Ну, тогда это партнерство надежное. Ладно, что в дороге, может быть, вы будете вместе встречаться. Вот смотрите, две двойки.
И это всегда взаимодействие. Будьте легки на подъем. Потому что двойка пентаклей, она нам говорит именно спонтанность, нам помогает примерить на себя один, второй, третий опыт и понять, после того, как мы примерили, да, как будто чуть-чуть испытали на практике, мы понимаем, нужно нам это развивать или нет. Вот где-то это вам дает подсказку, поэтому вместо того, чтобы себе устраивать вот эту философию, ты попробуй. Аккуратно так вот, аккуратно, да, как по аркану Луна я говорила. И все, у тебя не надо тут вот эту философию, ты уже будешь видеть в практике, как это работает. И вообще, нужно оно тебе или нет. Иными словами, новое направление, мы говорили, паш мечей. Да, как между обрывами, вы можете так чувствовать. Понятно, что обрывов нет, я так думаю, для большинства из вас. Но что-то подобное, мы же не ходили все время туда-сюда по этой жердочке. Это нам как будто теперь что-то подобное нужно, непривычное сделать. С одной стороны, заручиться знаниями, с другой стороны, держать баланс, равновесие. Но ведь это карта жонглера. И обе карты, они не говорят о том, что это будет как-то очень долго или что это само по себе что-то стабильно. Если мы просто на дороге, то я могу сказать, мелких переездов может быть много. А вам это как будто на пользу. Может быть, это вы видите мир, видите обстановку. А иногда просто даже, когда недалекие путешествия, такие спонтанные, мы, ну вот даже глядя из окна машины, поезда, автобуса, мы думаем о чем-то своем. И в нас тоже происходит перезагрузка. Или мы общаемся с людьми, как, знаете, попутчики. Мы понимаем, что мы видим человека первый и последний раз. И он точно так же. Мы больше откровенно становимся. Вот вас каким-то образом, каким-то нюансом, может быть, маленьким. И именно дороги, они это как символ роста по аркану Иерофант. Вы чему-то учитесь. Может быть, для кого-то из вас идея приходит в дороге. Или в дороге вы кого-то встречаете. Может быть, уже встретили. И это будет продолжаться. Либо идея, которую вы будете изучать, развивать. Новое творчество, новый язык, новый вид деятельности, новое направление. Или человек, когда Иерофант ведь это и учитель, и ученик. Это и он для вас учитель, но и вы этот учитель для него тоже. И в то же время и ученики вы друг для друга являетесь также, да, один другого как обогащает. И, может быть, какие-то далекие перспективы. И тут у каждого по-своему. Может быть, и дружба. Вот я говорила, вот эта двойка. Может быть, и история любви, где-то и чувства. Но я тут вижу несколько больше, чем чувства. Тут может быть именно как дружба, потому что аркан Иерофант. Влюбленность само по себе состояние, ну, это так, временно, мимолетно. А когда есть нечто большее, когда мы друг с другом заодно, ну вот тогда и проходит карта Иерофант. Ну, кто знает, у кого-то даже отношения, которые в последующем вы задумаете продолжить на более длительный период. И это каким-то образом у вас связано с дорогами. Может быть, правда, кто-то встречает человека в дороге. Может быть, вы его и знали. А вот именно в дороге он как-то скажет фразу, проявится или проявит себя там, да, или вы его как-то под другим углом увидите. Ну, бывает же такое, верно? Ладно, что ж там на пороге? Что будет? Что будет? Что случится? Что произойдет с заходом на август? Вы будете принимать важное решение, такое однозначное. Мы ищем выход, и мы его находим. Причем, если раньше мы сидели и охраняли, как буквально семейный очаг, да, ну или где-то карта искусственный огонь, верно? А теперь уже к натуральному светилу, к солнцу. Две карты достала. Ну, видимо, вам это важно услышать. Смотрите. Десятка мечей завершения какой-то прежней истории. Но, видимо, по привычке на вас будут воздействовать, оказывать давление. Буквально 7 жезлов пытаются достать, а вы как на своей территории, в своем пространстве. И я говорила, эмоциональный фон может зашкаливать в этот период. Люди себя по-разному могут вести. Вот вам туда не надо. Вас это как будто не касается. Для вас будет важно не участвовать в каких-то прениях. Кстати, вверху аркан Луна. Ну, может и правда, между волками и шакалами, а кто его знает.
Меня смотрят люди из разных стран, да и ситуация у каждого своей сложности. Поэтому вот сохраните собственный дзен. Ведь семерка жезлов, девушка на своей какой-то территории. А вот эти, которые буквально достают, они на другой территории и такие не достают. Даже самые прытки, но они не могут оказать на вас какого-то воздействия. Явно нельзя согласиться, знаете, да, даже из силы желание что-то сделать красиво, благородно, или так, как всегда, или кому вы всегда помогали. Обе карты вас концентрируют на какой-то личной истории и завершении предыдущей. Нечего добавить. Ну, как-то так. Ладно. Ну, видимо, перед тем, как... Или, может быть, так сложатся обстоятельства. Тут все три карты одна другую дополняют, мои дорогие. Видимо, наступил период идти вперед. Хорошо, что будет дальше? А правда, ведь тут у кого-то будет смена статуса или продолжение отношений, продолжение по работе. Может быть, раскрытие ваших талантов. Какие-то перспективы будут. Понятно, по аркану императрицы надейтесь сами на себя. И неважно, кто меня смотрит. Девочки или мужчины. Единственное, что для мужчин, конечно, это может быть какая-то очень важная женщина. И история любви. Нам уже об этом не раз сказали. А для вас, мои дорогие девочки, это вы любимы. Это вы притягательные, желанные. Но для вас нельзя замечтаться все равно. Императрица – это карта самодостаточного человека. И тут, скорее всего, баланс вам придется находить между тем, что ваше творчество или то, что вы учите, изучаете, того, чего вас просит душа или что касается каких-то направлений очень важных. Вы не можете вычеркнуть это из жизни. И вам баланс в первую очередь придется искать, может быть, и между личной жизнью, находить время, и между тем, что вы хотите скреативить, создать, совершить, отправиться, неважно что, старший аркан, перед вами нет ничего невозможного. Но, как и отдых, распределение правильное сил, может быть и изучение чего-то, когда и договариваться придется. И вы, мои дорогие рыбы и рыбки, наделены настолько большой эмпатией и одновременно интуицией. Если вы захотите, вы любого собеседника можете чувствовать. Может быть, даже он еще и рот не успеет открыть, а вы уже знаете, что он вам сейчас произнесет или станет транслировать. И вот эти энергии вам действительно помогают. Где-то ваша мудрость врожденная, где-то, когда, видимо, самый главный момент я вижу. Нам ведь тут с первой минуты, с первой карты говорят, вот как будто назад не ногой. Или должна вот эта путаница бесконечная, она должна закончиться. Иногда двойка мечей, тупик, мои дорогие, тупик. А по восьмерке чаш это тоже мы сидели, что-то сторожили, охраняли, думали, что это ой-ой-ой, как ценно. И вдруг мы прозреваем, да нет, самое ценное – это солнце. И мы выбираем себя. И у кого-то, правда, тут и статус будет касаться, и статуса по работе, или статуса даже по личной жизни, или вообще какие-то переезды. Карта совет. Выход из лабиринта. Я всегда туз мечей называю выход из лабиринта. Может быть, словно, да, вот как изображение лестницы и улитки. Это долгое время мы выходили из какого-то сложного состояния, может быть, психоэмоционального, из, может быть, периода одиночества из каких-то проб, ошибок, но теперь уже окончательное решение. И это тоже где-то карта символизирует, вот если мы говорили дзен, да, спокойствие внутреннее. И здесь нам очень похожи эти две девушки, как будто все то, что вокруг, оно не такой глобальной силы на вас имеет, вы это уже понимаете. Все зависит от того направления, которое именно я сам или сама выбираю. Если я решу выбирать что-то, продолжить, то это и будет продолжено. И там меня ждут определенные какие-то, ну, может быть, как перспективы все же, да. Но это ведь рациональное решение, ни разу не основанное на эмоциях. Это где-то холодный ум. Анализ может быть, ну, вот не такой вот, как путаница, да, да до бесконечности одну мысль мы по кругу в голове гоняем. Да нет, это наоборот. Вот то, что было в прошлом, оно не имеет теперь никакого значения. И что-то у вас завершается, потому что выход из путаницы, из лабиринта
может ознаменовать период конца июля и августа. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Я благодарю вас, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.